Ой, вот, прогорел весь костер. С утра встал, только осталось один, пепел остался один. Все эти дрова сгорели, то, что я вчера отпилил пилой катанобой. Не только катанобой, всем. Все сгорело за ночь. Ну, я лег спать поздно. Наверное, около часа ночи, наверное, так. Возился тут, то все убирал, чай варил. Звезд не было, пасмурно было. Но спал хорошо. Разделся полностью, только в шапке спал и в носках, другой одежды не было. Пуховые у меня специальные носки для сна, чтобы, если среди ночи приспичит, быстренько выйти, сделать все и обратно туда. Они не промокают особо, они с такой ткани. Так и вышло. Не знаю уж в какую пору. Я телефон на ночь отключал. Время, хоть у меня есть часы, но я не доставал их, не смотрел. Темно было. Не знаю, может быть 5 утра, может быть раньше. Чувствую, надо выйти. Так не хотелось вылезать, так я пригрелся в спальнике, хорошо, лежу, сплю. Но ничего не поделаешь. Вышел. Голый как был, так и вышел. Ненадолго можно, я даже зимой так выходил. В мороз. Вышел, значит. Все сделал, что необходимо было. Возвращаюсь, ложусь в спальник. И какое же наслаждение после вот этого холода. Быстро заснул. Вроде и не снилось мне ничего. Вот. А утром встаю, смотрю, пепел один. Ни бревен, ничего нету. Я пошел, мачете взял, порубил там ветки вот с той елки, которая спилена. Вот займусь ее сегодня разделкой. Наверное, с той стороны начну. С той, где вершина. Начну оттуда отпиливать. Чтобы она равномерно с обоих сторон, так сказать, расходовалась. И тут неудобно, она лежит, упирается, там надо снизу, а пила длинная, цепляется за всякий мусор. Можно, конечно, но зачем? Я ее отчикаю со стороны верхушки, там она висит, на ветвях как бы стоит, как на распорках, как на козлах. Вот. Почикаю, пойду сейчас. Костер получше разведу, а то он дымится. Но он разгорится. Скоро он разгорится. Там какие-то угольки все-таки остались. Тут горел костер не маленький совсем. Телефон что-то у меня разрядился. С утра включаю, вроде то ли 50, то ли около того процентов. Через некоторое время 11%. Еще через некоторое время 4%. Я думаю, что делать? Ну и вот поставил заряжать. Он сейчас на зарядке тоже стоит от этого самодельного павербанка. И что интересно, там плата такая, у нее 2 разъема. Один под обычный USB типа А, а другой тип C. Так вот, тип А дает только быструю зарядку. Это, наверное, 9 вольт, что ли, я не знаю. А тип C дает очень быструю зарядку. Вот я сейчас поставил на тип C, Type-C, вот как правильно. И он дает очень быструю зарядку. Посмотрим, как быстро он зарядится. Больше мне особо заряжать ничего не надо. Фонарь я, наверное, не буду заряжать. Ветер, деревья колышутся. Но тут вроде ничего такого нет, что может упасть. Тут живые деревья.
опасную елку я срубил, спилил. Так не видно, вставлять угрозы. Надеюсь, ничего не упадет. Вон птичка прилетела. Кстати, что интересно, есть насекомые. Насекомые есть. Даже комарики, пауки, еще какие-то там бабочки. 5 ноября нынче. 5. С утра видел 2 рыболовов. Они так вот прошли тут вдоль реки. Со спиннингами. Вот я тоже пожалел, что не взял спиннинг. Сейчас, наверное, можно было покидать. Но, ладно. Ничего, кидал я тут. Особо здесь ничего не ловится сейчас. Когда-то, давно я тут поймал щуку, окуня ловил. Ну, вообще не сказать, что много на буже рыбы ловил. Было так, эпизодически. Вот сейчас что-нибудь приготовлю поесть. А чего даже не знаю. Гречку можно, в принципе, сварить. У меня гречка есть в пакетиках. Поесть гречки. Лук еще зеленый, да, вот, наверное. Кстати, вода в буже не коричневая стала, а почти прозрачная. Видимо, от дождей, от всего. Она вот это вот болотное все дело разбавила, и она стала прозрачной. Спалось хорошо. 10 часов почти спал, ну не считая подъема за естественной надобностью. 10 часов. Такой воздух свежий. Это настоящее как бы оздоровление. Вчера потрудился, попилил там. 2 куска отпилил от того вот дерева. Поел хорошо. Супа съел 3 тарелки сыркового. Ну и спать лег. Потом уже после этого. Сейчас тоже немного потружусь, попилю. Тут есть, конечно, и деревья стоящие, которые можно спилить, в принципе. Но зачем? Пусть стоят. Я потом, допустим, зимой приду, а они стоят. А если сейчас я спилю, то они будут под снегом где-то там лежать, и трудно будет с ними что-то делать. А так я спилю их зимой, и там уже распилю. Ну вот, видно, что костер сейчас через несколько секунд разгорится. Вот, хоп. И все. Вот теперь надо искать что-то крупное. Ну, у меня есть тут заготовки. О, как. Дым пошел. Какая же красота. Лепота. Вот теперь надо крупные туда закладывать. Крупные. Да. Займусь этим теперь делом. Закладыванием крупных. Ну, это, конечно, не крупные. Так. Просто, чтобы не валялись. Я пойду искать крупные. Вот. А я решил
распилить маленькой пилой вот этот вот дуб. Это дуб. Оп. Вот такие небольшие кусочки. Как его тут лучше положить? Оп. Так. Мореный дуб. Вот это вот нормально. Тут уже больше 10, наверное, сантиметров. Но для нее это ничего не значит. Ну вот. Сыровато. Опа. Ну что ж. Опа. Дом Таро. Вот так вот. Дуб. Гореть будет хорошо. Вот для чего нужна пила такая. Солнышко выглянуло. И вот какие тут виды. Кочки. Вот я сейчас обошел озеро. Вот мой лагерь. Вот озеро. Буду сейчас что-нибудь готовить. Скорее всего, гречку. Надо же, даже кувшинки тут есть. Может, тут и рыба какая водится. Кто его знает. На удочку, наверное, имело бы смысл половить. Хорошо. Даже не верится, что это ноябрь. Повезло. Тоже тут вот при желании
Можно. Дров-то тут полно. Дубы. Хорошее местечко. При необходимости, наверное, можно и жить тут. Все есть, вода и дрова. Была бы только провизия. Ну, это вопрос в той или иной мере решаемый. О, какая красота. Кочки здоровенные. Я по ним сейчас пойду как раз. Что тут у нас? Болото. Вот пример, почему надо эво-сапоги использовать. Ну и вообще, были бы у меня какие-нибудь дорогущие трекинговые ботинки за 40 тысяч там. Ими бы дрова и угли в костре поправлять было бы не очень-то приятно. Это для альпинистов. Там, где на газу все, мембранные костюмы. Все такое. Вот я бутылку нашел. Разрублю ее, может, попозже. А одну бутылку я уже положил в костер. Пока тут ходил, экологическую вахту совершал. Вон она горит. Надо ж как, солнце вышло. Совсем другое дело. Тепло. Хорошо. Дождя нет. А вот, собственно, устройство, как выглядит, с помощью которого можно снимать. Оно крепится к пеньку. Здесь зажимается. Вот зарядка. Поставил для очень быстрой зарядки на тип C. Вот. И, пожалуйста, можно снимать палатку. То сейчас буду собирать там все. Но прежде надо покушать. Гречки поесть вкусный. А здесь вот тоже место такое неплохое. Здесь можно какое-то что-то типа домика сделать. Вот здесь. Но здесь небольшое понижение. Видно, что... Да тоже все надо сжигать, всякие вот эти валяющиеся. Ну, это постепенно расчищу тут. Здесь можно, да, стационарное жилище устроить. Кто знает, может и придется. Не хотелось бы, конечно, но сейчас время такое непростое. Тоже сидел вчера вечером, размышлял, думал, почему так? Вся жизнь то одно, то другое. Спокойно не получается пожить. Какие-то все неприятности. Вот только тут вот, на природе, душа отдыхает от всего этого. Шел сейчас птички небольшие. И не боятся. Прям прохожу в метре от них. Они не улетают. Думаю, какое чудо. Какое чудо. Не бояться. Нам бы тоже бы не бояться. Как этим птичкам. Гречку я поставил вариться. Пойду посмотрю, что там с пилением. Где мне пилить? Ну, это вот то, что я пилил вчера тут. И вот какая-то огромная была елка. Ух, она туда продолжается. Продолжается. Вот она все продолжается там и продолжается. Тут вообще немало дров, так вот, если посмотреть.
Но они сыроватые. Так. Ну вот ее верхушка. Вот это вот. Я думаю начать пилить вот здесь. Где-то. Вот здесь. И потом продолжить туда. Даже шишечки тут. Божью коровку видел, кстати. Сухая елка. Много на ней таких вот пригодных для растопки веточек. Ну и нести недалеко. А так тут есть, конечно, еще. Вот там. И вот там. Елок тут дофига и больше. И вот. То есть тут с дровами-то все достаточно благополучно обстоит. Что не пройдешь тут. Там вот есть яма такая. Сейчас попробуем туда пробраться. Да. Здесь и береза есть для растопки, для бересты. А яма, канава та же яма. Вот яма тут странная. Опа. Идем. 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 Во. Вот такая вот здесь вот есть своеобразная ямка. Как они образовались? Старицы, что ли, это какие-то? Не знаю. Ей бы выбраться отсюда, из этих завалов. Да, тут все очень серьезно. Можно пройти, можно. Особенно в эво-сапогах. И вот мы выходим. А пилить-то, может быть, даже сподручнее будет с этой стороны. Не знаю. Посмотрим сейчас. Но то, что надо пилить, это однозначно. О. А так вот, проходясь по лесу, можно взять. Вот она какая. Хорошая сухая елка. Можно взять и бревнышко-то зацепить с собой. Здесь вот этот дуб, скорее всего, лежит. Тоже надо чистить. Тоже его... Туда ее, чтоб угли были. Ладно, займусь сейчас пилением. Ну вот, очередную бутылочку я нашел. И сделал тут специальный подвес для того, чтобы разрубать ее мачете. Посмотрим, что получится. Мачете я особо не точил. Рубил им много. Ну ладно.
О как! Здорово. А без воды вот фигушки, нету веса. Вот так вот. Поэтому рубить эти бутылки. Хотя нет, растекает тоже и без воды. О как! Почти всегда попал. Ну ладно. Соберу мусор и сожгу его. Лук остался у меня. Надоедать. Портится он. Очень быстро портится. Вот, все такое я сжигаю в костре. Да. Лук. Это семейный дух. Не ахти лук. Ну что поделаешь, какой есть. Надо гниль удалить. Ну и такие более-менее приличные. Вот в короткие походы можно брать с собой зелень, лук там всякий, чтобы питание свое разнообразить. Да. Вот ножик. Сейчас выставка «Клинок» проходила. Я, к сожалению, не попал туда, но смотрел в записи. Смотрю, но один отстой. Всякие финки, жабоколы. Зачем это надо? С толстенной вот этим вот лезвием 4 там миллиметра. Кого колоть? 2 миллиметра, 2 с небольшим, 2,5 это максимум. Вот идеальная форма ножа походного. Есть где-то в Америке, не то в Канаде, фирма Green River. Вот у них хорошие ножи. Тонкие, из углеродистой стали, не из нержавейки. Вот тоже не пойму, какой кайф иметь нож из нержавейки. Это же как все равно то, что в переходах каких-то продается. Вот эти вот китайские ширпотребные ножи. Он должен благородной патиной, так сказать, покрываться серым вот таким цветом. Вот. И он должен быть тонкий и легко заостряться. Вот я его слегка подточил. Опа, и по пальцу все чуть не попал. И вот он режет лук, офигенно режет все. При этом он достаточно прочный. Насколько я понимаю, я не сам его делал. Насколько я понимаю, вот этот вот металл, это что-то типа быстрореза. Это не углеродистая сталь, это какая-то легированная сталь. Он довольно твердый. Вот, но все равно он держит нормально заточку. Ручка у него довольно крупная, из рога. Поэтому ее удобно держать рукой. Он, конечно, не фунтан. Он вот здесь вот проходит чуть-чуть, но он держится на 2 заклепках. А вот эти все ножи такие с коротким хвостовиком, как правило, на 1 заклепке. Но лучше, когда бы он проходил весь. Ну, здесь рог. Здесь так вот сделано. Нет, хороший нож. Мне вот его и форма, и размер, и все очень нравится именно как походный нож. Я считаю,
Вот что-то типа такого, это оптимально. Вот из углеродистой стали, какой-нибудь У9, там, вот, типа такой, У10, там, ну, из высокоуглеродистый, тонкий. Ну, тут максимум 2,5 миллиметра, я думаю. Вот такой ширины 2 сантиметра, длиной он где-то 10 сантиметров. Ну, вот ручка чуть меньше там. Ручка толстая, слегка изогнутая. И здесь вот, как это называется, чекеринг или что? Ну, в общем, для того, чтобы пор в ладонь был. Вот идеальный нож. Рог, он не размокает, ничего. Ну, можно из какого-нибудь твердого дерева тоже. Очень удобно. Вот есть Кефорт ножи, но у них слишком такой тупой нос. Конечно, может, им котлеты на сковороде переворачивать и хорошо. Но вот, скажем, рыбу вскрывать, надо, чтобы нос был довольно острый. Хотя Кефорт тоже, ну, ничего нож. Вот что-то типа Кефорт, но с более острым носиком. Хорошо. Так, вот здесь вот у нас гречка. Гречка. Посмотрим, что тут. О, как разварилась-то. Гречка нормально так разварилась. Даже переварилась, мне кажется. Где у меня там зацеп? Вот. Вот так вот. Ну, это водичка. Я потом ее... Тут немножко воды осталось. Я ее потом использую, чтобы сполоснуть вот эту миску. То есть я положил сюда лук. Вот сейчас вот вода немножко стечет. Можно было, конечно, ее обжарить. Можно. Но что-то не хочется. Берем нож. И разрезаем. Крестообразно. Вот. Ну, конечно, может там что и осталось, но не так уж много. Ладно. Так что ножик довольно-таки острый. Конечно, надо острить еще больше. Но это наука. Я вот пытаюсь учиться точить на водных камнях. На это надо хорошее лезвие. Вот у меня есть еще один нож. Может, как-нибудь его покажу. Тонкий, из тонкого такого металла. Старый советский нож за рубль 30. Я его чуть-чуть переделал, заменил ему ручку. Ох, как пахнет зеленый лук. И гречка такая рассыпчатая, хорошая, крупная гречка. Ядрица. Вот она. Сласть. Сейчас я туда добавлю. Я вчера забыл вам, друзья, рассказать, что помимо лука и картошки у меня есть еще вот что. Это сыр плавленый Маасдам Президент. Вот его я немножко туда добавлю, чтобы гречку, так сказать, вкус удовольствия. Вон оно что. А где у него зацепка, чтобы удовольствие получить. Вот. Я помню, как в давние времена, 80-е годы еще, я впервые попробовал финский плавленый сыр Виола. Для меня был это просто шок. Не ожидал, что может быть так вкусно. Сейчас Виола — это заурядный сыр. Ничего особенного, как и все прочие плавленые сыры. Ну, неплохой, да?
Надо все собрать отсюда. Вот. И сжечь. Вот, например, тоже некоторые говорят, несите с собой обратно мусор. Ну а если это не просто как бы пластик, а что-то там с пищевыми отходами, человек будет нести, у него там вонь, грязь, еще насекомые какие-то. Нафиг надо все сжигать. Вреда для природы в этом нет серьезного. О, вот, берем туда. Давай. Опа. И вот это вот тоже все туда. Так. А сыр я потом еще поем. Может, а вообще нет. Я еще добавлю. Мне кажется, недостаточно. Ну-ка, давай, слезай. Вот так. Остальное я поем в электричке с сушками. Это, кстати, очень такое блюдо вкусное. Сыр с сушками, ну или с хлебными палочками. Так, теперь что еще туда добавлю? Теперь я добавлю. Вот и перца немного. Ой, совсем мало осталось. Совсем мало. Посолить я потом посолю, если будет не хватать. Так. Но черный. Еще у меня есть тут луковица целая. Но куда ее? Нет. Мало ли, на всякий случай. Так, еще у меня есть картошка. Вот картошка. Я ее сейчас положу в угли. Может, поем потом. Костровой предмет. Разгребаем. Опа, ух, там какой. Туда. И загребаем. Тут вообще не подойдешь, жар какой. Адский. Сверху, да. Оп. Вот так. Так, значит, я добавил сюда плавленый сыр, лук зеленый, перец. Ну, чеснок можно было бы, но чеснока я не взял, поэтому обойдемся без чеснока. Вот. Ух. Да что ж ты не слазишь-то? Специально взял пластиковую ложку, чтобы к ней меньше прилипало. Оно не... все равно. Ну ничего. Вот. И по питательной ценности, кстати, сыр, он значительно превосходит мясо, между прочим, по содержанию белков. Там, некоторые говорят, вот как же без мяса там белков не хватает. Ничего подобного. В сыре белков больше на вес. Не знаю, как в плавленном, но в твердом хорошем сыре точно больше. Но он и стоит сильно дороже, чем мясо. Вот. Да и полезнее, там кальций есть, которого в мясе не дофига совсем. Вот. Так что сыр — это вещь. Вот, гречка с плавленным сыром. Получается такая вот каша. Очень вкусная каша. У меня еще и сливочное масло. Но я его поем потом с картошкой. Вот там запечется. О, и с луком зеленым. Да это просто...
Но посолить можно немножко, сам малость. А так в остальном идеально. Черный перец. Не знаю. Лень уже, честно сказать. Черный добавлять, пора есть. Разницы большой не будет. Посолил. Сейчас еще сварю чайка. Ох, какая сласть. Блюдо несложное. Гречку отварил. Сыр добавил туда. Ну сколько здесь? 2,5 столовых ложки, наверное. Так. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Макароны с сыром? Нет. Очень вкусное блюдо, не имеющее аналогов в мировой практике. Вообще объедение и сытное, и полезное. На голодный желудок-то не пилить ничего. Конечно, я вчера объелся, супа съел почти вот всю эту кастрюлю. Но можно понять, холодно было. Горячего супа-то, тем более натрудился, шел тут, бежал, можно сказать, с рюкзаком. Боялся до темноты в лес не успеть. Потому что на Черустях электричка вместо того, чтобы 14:39 стартовать с Черустей в сторону Тасина, 15:21 поехала. И главное, еще машинист глумился. Типа, мне вот сказали 15:21, мне не указ никто. Мне начальство сказало. Ну, сказал, так сказал. Люди сидели там почти час. Дожидались. Ну, не то что. Они к себе там в деревне едут или в Муром куда-нибудь. Им по лесу не идти в потемках. А я изнервничался, думаю, блин, сейчас она постоит, так я как раз солнце зайдет, по лесу пойду, вообще заблужусь там в темноте. Думаю, может где-то в другом месте встать. Ну, думаю, нет, лучше я втоплю по дороге, как пойду. Но есть надо быстро. Разглагольствовать будешь, все остынет. Вкусно. Очень даже. Немножко с гречкой. Не знаю, вот с рисом так пошло бы, нет? Нежное блюдо. Ну вот, короче, бежал я. Бежал, напрягая все силы. А идти далеко, несколько километров. А вот, кстати, в сапогах шел. Ничего не натер. Ноги вообще в идеале. Вот, прихожу. Входу в лес. А уже темнеть начинает. Я думаю, блин, сейчас я тут вообще заблужусь. Нередко бывало так, потому что лес очень завален, там фиг найдешь дорогу. Даже и при свете дня. Не то что в потемках. Ну, я думаю,
Бог не оставит. Попробую. Ну а что? Ну заблужусь. Ну что, буду как-то выходить. Ладно. И дошел. Дошел. Но, конечно, устал сильно. Потом еще пилил. Тут 2 вот бревна отпиливал. Ставил палатку. Суп этот опять же готовил. Ну, много дел. Устал, поэтому и съел 3 тарелки супа. Красота. Просто сласть. Ням-ням. Йоми-йоми. Вот, а теперь сюда заливаем водичку. Какой гречка варилась. И этой же водичкой можно тут все помыть. Помыть так немного, чтобы чисто было. Вот. Вилки, конечно, у меня нету. Хотя есть ложка-вилка, но я помою вот этой вот ложечкой. Ой. Да. Сытное блюдо. Тут белки, жиры, все есть. Ой, теперь чайку попью. Вот все думал про термосы Зашируши. Ну, наверное, Засируси. Ух ты, муравей. Чудеса, они разве не спят еще? Вот. Засируси. Все, чай кончился. Вот. Думаю, правда ли они так хороши, как про них говорят? Такие термосы. Японцы, они, ну так же как китайцы, там корейцы, они очень любят термосы. В этом деле хорошо разбираются. Так же как в пилах, в принципе. Ну, там фототехники, автомобили у них тоже хорошие. Не знаю, что там плохое. Может, кто специалисты скажет, что в Японии плохое, некачественное. Я не слышал. Ну так вот, термосы Зашируши, Засируси очень их расхваливают. Чуть не 2 суток там кипяток стоит. Я вчера кипяток залил вечером. Но, правда, надо сказать, термос плохо прогрел, предварительно. Почти не прогревал. Ну и что, с утра? Ну, теплый. Вот сейчас теплый чай, но он не горячий. Ну, Засируси в этом, может быть, он бы и горячий был, кто его знает. Ночью было, 4-5 градусов тепла. Хорошо. Поел. Сейчас буду вещи собирать. Наверное, сегодня уеду. Я могу и остаться еще на 1 день. Но прогноз погоды говорит о том, что будут дожди. А мне не хочется по мокроте. Все это вот... Потом сушить. Ну и что я буду делать? Сидеть в палатке, что ли, под дождем, под ливнем тут? Бог дал мне вот это время. Вчера без дождя и сегодня без дождя. Ну, надо и честь знать. Было бы у меня неделя времени, я бы остался, несомненно.
То дождь, то не дождь. Но завтра последний день. Я попилил, пожег костер, может сейчас еще попилю. Посидел около костра ночью. Хорошо поспал. Почти 10 часов спал. В общем, отдохнул немножко так вот. Может, сейчас и электричка будет не такая, как я вот ехал сюда. Конечно, кошмар. Даже неприятно вспоминать. Какие же все-таки есть уты и мрази. Люди ли это? Как так можно, не знаю. Я вот вчера сидел, тоже думал, наверняка вот эти люди, которые вот орут, пьют, там, одеколоном обливаются и так далее, они ведь никогда не задумывались, а как появилась на небе луна. Для них это вообще все равно. А я не могу так. Я ехал и думал про Луну, про ту же. Какие есть теории ее возникновения. Что мы еще так многого не знаем о нашем мире. Про ту же Луну или про то, что делается в толще Земли. Что якобы недавно там обнаружены какие-то фрагменты от планеты Тея, которая врезалась 4,5 миллиарда лет назад в нашу Землю, что привело к образованию Луны. Такие вещи, об этом же интересно думать. Конечно, если думать об этом, как вот человек, наверное, вряд ли будет пьяный в электричке орать. Мы так недолго живем тут. Не тратить свою драгоценную жизнь, вот это вот время, на какую-то грязь. Мне не понять. И когда я пришел сюда, я тоже вспомнил об этом. Думаю, Господи, спасибо тебе, что я не стал вот таким. Что я думаю о том, как появилась Луна. Что я смотрю вот на деревья. Вот видел Божью коровку сегодня, восхитился. Вот слава Богу, что я такой, а не вот как эти ублюдки. Могло бы быть и иначе. Вот от чего это зависит? От семьи, от среды. Не знаю. Как лотерея, где ты родился, может быть, в каком обществе, в какой социальной обстановке. Ну, слава Богу, что я не такой. Слава Богу. Конечно, это и печали свои приносит, да? Эти люди многого не понимают, им что там, залил глаза, выпил, о, хорошо, кайф. Я-то размышляю, понимаю многие вещи, в которых мне очень печально и грустно. Но я думаю, лучше так, лучше так. Но с другой стороны, это изначально был не мой выбор, где и когда родиться. Да, сложные вопросы, сложные. Вот для чего и надо ходить одному, чтобы посидеть, подумать, в свои мысли погрузиться. Остановиться и задуматься о многом. Ладно, надо чай варить. Вот прошелся я тут, нашел еще какую-то бутылку, тоже сейчас сожгу. Но это не самое интересное. А самое интересное, вот что. Нашел тут грибы, причем один просто огромный, да еще и с квадратной ножкой. Обратите внимание.
Так что не только квадратные березы существуют в аномальных зонах, но и квадратные грибы. Сейчас посмотрим, что там у него внутри. Давай-ка разрежем. Кстати, ну, это, конечно, пища уже не пригоден. Хотя вот тут мякоть очень даже ничего. Но рисковать я, пожалуй, не буду. А что вот с этим? Как-то масленок, что ли? Тоже чистый. Наверное, потому что сейчас холодно, этих мушек-то нет. Кстати, про нож. Вот форма. Такая вот должна быть. Вот. Такие вот грибы здоровые нашлись. А я уже собираюсь. Вот все вещи, в общем-то. Вот это все. Ну, и посуда. Палатку собрал. Сейчас все сложу в рюкзак. Ну, еще посижу немножко тут. Не знаю, буду пилить, не буду. Посмотрим. И пойду, чтобы до темноты выйти отсюда. Чтобы к 5 часам быть уже вне леса. И уже солнце ушло, все чудо это ушло. Так что солнечные батареи, в общем-то, были бы бесполезны, я думаю, скорее всего. Да, электричество — это сложный вопрос. Идеальное решение — это, конечно, термоэлектрические генераторы, но есть вот печка BioLite. Она вроде что-то там генерирует. Мне было самым интересным решением это сделать такое дооснащение для печки титановой, дровяной печки. Вот это было бы, да. Можно сидеть, сжечь ее часами и заряжать все. Это было бы интересно. Ну, может, когда-нибудь и попробую. Когда-нибудь и попробую. Да, тут пространство довольно стесненное. Так. Хочу я попилить вот здесь в это. Ну, с Богом. Кору лучше сдирать, там где мы пилим, потому что там могут быть всякие
абразивные частицы. Так, и чуть-чуть снизу получится. Да, чуть-чуть. Просто прихватить. Опа! Вот так вот пусть стоит. Ну вот сколько это? Несколько секунд. И зацепилась. Вот, щеточкой от всякого лесного нагара. Пила, потому что это требует ухода. Вот так. Побрызгаю ее ВДшкой. Вот. Можно попробовать и вот там пильнуть. Сейчас посмотрим. Что тут у нас? Тоже ветка мешает. Сейчас мы ее... быстренько. Тут буду пилить. Мачете очень полезная штука. Так. И вот это мешает. Сейчас ее. Главное перед пилением весь свой рабочий пространство свое разгородить, расчистить. Буду пилить вот тут вот. Ну, здесь толщина, ну, 15, наверное, не знаю. Жаль, на этих пилах не догадываются японцы делать здесь вот линейку, мерную шкалу. Надо им подсказать. Может, сообразят. Так, и сразу снизу. Чтоб она не трескалась. Вот так. Чтоб щепка не пошла вот так в раскол. Ну, опа! Ну вот, что и требовалось доказать. Это мощная штука. Как бы без особых трудов. Больше я, наверное, не буду пилить. Хотя можно вот там еще распилить. Но какой смысл? Распилю в другой раз. Распилю в другой раз. Эти уже заготовлены, они висят. Никуда они не денутся. Щеточкой. Потому что от этих стружек она может начать ржаветь. Надо ухаживать. Кстати, ее можно точить. Так же, как и многие другие пилы. Вот, кстати, рекомендую обратить внимание на такую пилу, как Silke Nata Noko. Ната — это мачете японский, а Ноко — топор. Это
Или нет, Ноко. Ноко это пила, Ноко гири. А топор Оно. В общем, пила мачете. Это такая пила, аналог, фиксированный аналог бигбоя с толстым лезвием. Вот. И пригодный для затачивания. Вот. При закрывании надо внимательно смотреть, чтобы она попадала куда надо. Иначе вот здесь будет резиновую ручку разъедать. Вот. Закрываем. Чпок. Чехольчик. Чехольчик очень удобный. Что можно носить с собой. Носить, не заморачиваться. Вот. Есть у него там отделение для... Вот здесь вот отделение существует для запасного полотна. У меня, к сожалению, его нет. Хотелось бы, конечно. Но оно тоже сейчас стоит ого-го сколько. Ну да, 15-17 сантиметров. Меньше минуты. Ну, другой раз распилю еще. Вот, она висит, поэтому пилить удобно. Снизу чуть-чуть подпилил, чтобы трещины не шли во все стороны. И потом сверху быстро. Такого масштаба и бигбоем можно, но катана боем, конечно, это на раз-два. Пока ходил, я там пилил, картошечка-то изготовилась. Сейчас я ее почищу, поем с маслицем и буду все вещи укладывать и пойду. Время остается не так уж много. Все надо сложить. Ну, костер догорает тут. Новую я уж не буду в него подкладывать. Пусть догорит, что есть. Эти, то, что я распилил вот там вот. Вот там. Это задел на будущее, так сказать. Ну, а вот вещи. Тоже сейчас все тут уберу. Вон видны эти носки, в которых я ночью выходил на улицу по необходимости, по своей. Вот рюкзак. Вот и все. Поем картошку. Лучше нести ее внутри себя, чем в рюкзаке. Так я думаю. Даже солнце немножко видно. Вот такие вот тут места. Уже близко дорога. Слышно машины. Там вот родник, но до него еще надо добраться. Завалы. Через такое пройти не так-то просто. Надо знать как. Фух. Ну, я практически уже прошел. До темноты успел. Видно, что уже начинает темнеть. Через 15 минут зайдет солнце. Закат будет. А где-то там Сочи. Там тепло, наверное. Может, еще можно купаться, я не знаю. А тут вот так. Холодный осенний лес. Хотя сегодня потеплело. Огромный пень вывороченный. И завалы. Куда ни глянь. Тут вот родник. Здесь вот какой-то менгир, или как это называется, когда подвешены лоскутки.
Места тут суровые. Вот. Сейчас только 40 минут. 40 минут пятого сейчас, без 25. А я уже почти дошел до станции. Час 20 еще. Вот что делать? Задумался о том, что я ел в эти дни. Ну вот я расскажу. Когда я ехал в электричке, я съел сушки. Маленькую упаковочку сушек с солью, мини-сушек. И то не всю. У меня еще там осталось, сейчас буду доедать. Потом, придя на место, я сготовил суп примерно из 3 или 4 картошек и 3 маленьких сырков и 1 луковицы. Ну, зеленый лук еще там был. Съел это все. И потом под вечер съел еще пол-шоколадки. Пол-шоколадки, значит, съел. Ну, чай, естественно, пил. Утром проснулся, туда-сюда, сделал гречку и с 2 ложками столовыми плавленного сыра съел гречку с зеленым луком. А потом, спустя какое-то время, оставшиеся 2 картошки с кусочком сливочного масла. Вот мой рацион на 2 дня. Ну, конечно, можно еще сказать, что в тот день, когда я выехал, с утра я ел еще гречку с яйцом. То есть вот гречка, картошка, картошка, вот так вот. И чувствую себя превосходно. Есть особо не хочется, бодрость, энергия. Никакого мяса я не ел, да и рыбка не ел, и птицы, ничего такого не ел. Только гречку, картошку. Ну, был бы рис, и рис поел бы, макароны, другие крупы всякие, со сливочным маслом, с сыром. Очень хорошо. Вот, еще час 20. Что делать? Ну ладно, передохну немножко. То медленно пойду. Так вот, медленно. Пойду. Вот иду я. Выхожу уже к цивилизации. Огни видны там какие-то. Стемнело. Вот сейчас бы я по лесу не прошел бы. Ну, я столько чудом с фонарем там. Но не дай бог ходить по такому лесу. А так нормально. Скоро уже и станция Тасина. Вон поезд. Недалеко осталось. Несколько сотен метров. И там... Вот он. А так темно. Вот. Осталось недалеко. Скоро электричка. Ну как скоро, почти через час. И что, постою на платформе. Вот. Там 3 часа быстро пролетят. Скорее всего, никого сегодня не будет, всяких охламонов. Вот. Вот так вот. Много-много километров оттуда я прочапал в эво-сапогах до платформы. Осталось метров 500. Ну ничего. Вот и завершен поход. Практически. Но еще надо доехать. А так было здорово. Здорово.